Друзья, привет! Дом на Бали, собственность за 60 тысяч евро. Как вам такое? На своей работе нашли объект, дом достаточно большой. Находится в районе Табанан. Стоимость собственности, то есть фрихолд, 60 тысяч евро. Сейчас хочу сделать обзор этого дома. У нас есть на него потенциальный покупатель. Ну и, соответственно, хочу показать его вам, так как, наверное, про Бали сейчас ходит много мифов, что недвижимость на Бали очень дорогая. Да, наверное, дорогая чаще всего от иностранных застройщиков. А местные застройщики строят достаточно дешево, а особенно дешевле дома, которые продают местные, то есть вторичное жилье от местных. Здесь достаточно локация деревенская. Здесь у нас такая, я бы не сказал, глухая деревушка, то есть буквально в 100-150 метрах находится главная дорога. Здесь у нас 30-40 минут до пляжа на байке, 40 минут до Убуда, 40-50 минут до Убуда и примерно час-полтора, то есть час где-то до Чингу, час-полтора до аэропорта. Такая примерно локация, то есть вроде бы нет ничего близко, но в то же время не так далеко. Что еще хочу сказать? В любом случае такой дом потребует вложений. Скорее всего, этот дом не подойдет под посуточную аренду, но под ежемесячную аренду или для своего проживания, как по мне, место хорошее. Правда, конечно, с оговорками, что потребуется все-таки делать по дому. Сейчас мы подробно все посмотрим, изучим. Я вам покажу. Поехали. Итак, вот у нас дорога. Такая достаточно уютная, неплохая улочка. С другой стороны, напротив, здесь пустая территория. Ну, играть детям здесь, наверное, вряд ли получится. Все-таки это джунгли. Все-таки в джунглях обитает много животных, хороших и плохих для человека. Так, вот это у нас вход. Въездных ворот, к сожалению, нет. То есть ворота нужно будет делать. Соответственно, территория вот начинается с ворот. Всего 6 соток земли. За стоимость 60 тысяч евро, ну, к слову сказать, это меньше или равно стоимости земли, не учитывая дом. То есть цена очень низкая. Поэтому нас и не заинтересовал этот дом. Вот этот забор. Вот я много говорил про бетонные кирпичи. Вот смотрите, что с ними со временем становится. У меня есть способ, как их можно облагородить и забыть на 10-20 лет. Забыть про плесень, про грибок. Вот. Это все делается, ремонтируется. Дальше мы заходим на территорию. На территории два домика. Вот один такой домик. Сейчас мы зайдем внутрь и узнаем назначение этих домов. Ну, соответственно, главный дом, вот он, жилой дом. Большой. Площадь по документам указана 170 квадратных метров. Такой классический балийский дом. Классическая деревня, слышно петухов. Везде растут, ну, много зелени, как обычно. Вот с левой стороны, конечно, не очень. Такая стена дома высоченная. Вот здесь, конечно, не очень мне нравится. Как всегда, у них высокие ступени. Здесь, наверное, сантиметров 25-30 высота ступеней. Красивая балийская дверь из тика. Люстра вам ничего не напоминает? И потолки, которые раньше все любили. Смотрите, здесь еще до сих пор такие потолки любят. Вот, смотрите, стены обшиты натуральным камнем. Смотрится, конечно, так эффектно. Но вот это все, это грибок. То есть его надо будет счищать, обрабатывать гидрофобным составом. Ну, обрабатывать сперва составом чтобы убить грибок, хотя бы на верхней
поверхности, да, то есть, а соответственно потом уже пропиткой пропитывать, чтобы вот такого не происходило, как здесь вот все вот это почернело. Ну, опять же, почернело это вот с высокого здания, вода стекает сюда и, соответственно, здесь намокает и плохо сохнет, и образуется грибок. Вот здесь у нас находится септик, выгребная яма так называемая. Здесь у нас вода. Вода обычно, когда напор ночью хороший, наполняет емкость, и, соответственно, днем уже можно пользоваться целый день этой водой. Ну, наверное, я так думаю, это 80-90% домов всех на Бали именно используют такую систему. Здесь там сейчас вот открыли. Пак Багус. Багус переводится хороший. Господин хороший, дословный перевод. Макаси Пак. Так, вот здесь вход у нас. Холл такой. Достаточно большой, где-то 3 на 2,5 метра. Стены, как я сказал, нужно будет подкрашивать. Так, вот здесь вот у нас такая гостиная. Так, показать бы вам ее полностью, чтобы представляли. Ну, достаточно кстати, для балийских домов достаточно большие окна. Обычно они очень узкие, но высокие. Итак, первая комната. Маленькая. Метра 2,83, наверное, высотой максимум, шириной максимум. И метра, наверное, 3,5-4 длиной. Достаточно маленькая. Вот, но я просто напомню вам, когда вы смотрите это все, да, помните, пожалуйста, что этот дом стоит 60 тысяч евро собственности, плюс 6 соток земли. То есть здесь на территории вообще находятся 2 дома. Сейчас покажу второй. Это у нас вторая комната, чуть-чуть побольше. Я думаю, квадратов 16, наверное, здесь есть, 15. Так вот, потолки из гипсокартона, вот они потрескались, потребуется, как ни странно, использовали серпянку, обычно здесь они не используют. Даже шкафчик такой есть. Вот. Стены, как я сказал, у нас есть способ, как их ремонтировать, чтобы не было плесени больше. Далее. Так, и в доме 4 комнаты. На секундочку. 4 комнаты. То есть 170 квадратов дом. Сейчас уточню, это вместе с кухней или отдельно. Это для церемоний. Все для церемоний здесь у них хранится. Не знаю, сейчас используют, не используют. Но вот тоже часто встречающийся, вот по низу видите, вот как раз таки от фундамента вся вот сырость идет. И все стены снизу, все стены по низу, они все испорченные. Свой храм на территории небольшой. Нет, хорошего размера храм. Комнаты все примерно плюс-минус одинаковые, где-то 16 квадратов. И, что плохо, один туалет. Один туалет. Не пугайтесь, вот даже в самых дорогих индонезийских домах туалеты всегда на туалеты всегда отводят меньше всего средств. Они вообще не притягательны к этому плану. То есть у них нет туалетной бумаги, сюда наливается вода, ну и, соответственно, душ и все остальные дела делаются из этой емкости. Вот такая чудесная люстра. Прям вспоминаю свое детство. Так. Двери, конечно, очень красивые, но, как вы сами понимаете, шумоизоляция отсутствует. Это делается все для того, то же самое, как и над окнами, чтобы была вентиляция, чтобы проветривалось помещение. Но все равно это не спасает, если вы не защищаете конструкцию от влаги. Да?
Rumah baru belum pernah ditempati. Ya? Rumah baru itu? Baru ya. Cuma karena nggak pernah ditempati kotor. Itu kapan selesai kira-kira rumah itu? Rumah ini? Iya. Apa ya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun? Iya. Iya, bagus. В храм я заходить не буду, потому что не знаю, можно это делать или нет. Чтобы, не дай бог, не показать свое неуважение. Шесть соток земли для недвижимости на Бали – это очень большой размер земли. Обычно на Бали строят на 1, на 2, максимум на 3 сотках. Здесь 6 соток, дом, требующий ремонта, но по очень низкой цене. А кто хочет узнать, как оформить дом в собственность на Бали и вообще в Индонезии, я сейчас прикреплю ссылочку на видео, в котором я рассказываю, как купить землю на Бали, пошаговый план. Можно смотреть его, так как, когда вы покупаете любую недвижимость на Бали, в первую очередь вы покупаете себе землю. Хозяин земли владеет всем, что находится на этой земле. Здесь нет сертификата на дом, на строение. Здесь только есть, раньше было AMB, сейчас SLF. Это такой документ, просто ввода эксплуатации здания. Он даже может быть не на ваше имя, но вы все равно будете владеть этим зданием, потому что вы владеете этой землей. Bisa buka rumah lagi? Ну, кстати, сколько мы ходим, очень тихое место. Ну и вообще мы когда заехали в деревню, деревня достаточно чистенькая, опрятная, ухоженная. Нет, вот как сейчас во многих туристических районах Бали, нет мусора вдоль дорог. Все убирается, стрижется. Прям. Табанан мне понравился. Хороший райончик. Вот. Ну и такой местечковый. Вот. В общем, стандартная кухня для Индонезии. Бетонная столешница, покрытая кафелем. Ну и, в принципе, вот многие экспаты, чтобы как-то облагородить эту кухню, вешают шкафчики деревянные и вниз, на низ заказывают шкафчики тоже деревянные. Ну и, в принципе, получается достаточно прилично. Плитку эту можно поменять, ну и, в принципе, все облагородить. Кстати, вот я сам живу в таком доме, где кухня является отдельным домом, стоит отдельно от основного дома. С одной стороны, есть неудобство, что постоянно приходится ходить туда и обратно, а я частенько заглядываю на кухню. Вот. Но с другой стороны, это все-таки защита. Защита от насекомых, защита от крыс, мышей каких-то, так как еда находится обособленно от вашего дома и от вас. Поэтому для условий балийских, в принципе, это вообще неплохое решение, я считаю. Ну, если, конечно, это не вилла какая-то большая, дорогая. Итак, мои выводы. В общем, если вы также любите уединенные, спокойные, тихие места, как и я, этот дом, эта локация вообще идеальное место. Особенно по такой цене. С учетом того, что земля достаточно большая, 6 соток. Напротив земли у вас находятся джунгли. Деревня достаточно маленькая. Ну, то есть здесь еще достаточно всего можно пристроить, достроить, сделать по своему вкусу. Мебель заказать, я вам сразу говорю, ну, такой дом вам $10 тысяч будет прям достаточно много. То есть вы обставите полностью все. Причем мебель хорошая, тиковая. Что еще? Ну и ремонт. Ремонт тоже, я думаю, где-то, наверное, 5-10 тысяч долларов обойдется. Хотел показать вам рядом соседний дом. Это не храм, это дом, строящийся дом.
И такие въездные ворота. Вот такой там храм внутри. То есть метров, наверное, блин, я не знаю, больше 10 до 15 метров высотой. И очень красиво сделано все. Прям со вкусом. Вот эта елочка австралийская. Она офигенно приятная на ощупь. У меня во дворе дома такая сидит. Большая, только метров 6 высотой. Это у нас тоже елочка. Можжевельник, не можжевельник, забыл название. Кто помнит, напишите в комментариях. И это у нас, смотрите, растет дурианчик. Дуриан у нас там растет. Вот можно прямо уже срывать и кушать дуриан. Сейчас как раз сезон фруктов на Бали. Да, и слышите? Звук джунглей. Тропические птички. Вот это, я думаю, ночью это вообще будет просто шикарно. Ночью они... звук джунглей очень хорошо слышен и чувствуется ночью. А тут прям на краю этих джунглей получается дом. Вниз уходит дорога, и я слышу там шум речки. Вот это да! Ничего себе! Вот это мостик! Вы посмотрите только на это, а! Смотрите, какие валуны там. Очень красиво. Блин, камера, наверное, вряд ли передаст это все, но очень красиво. Мини-водопад. Пить, конечно, не буду, но умоюсь. Смотрите. Блин. Вот та самая речка, про которую я говорил. Класс. Поручни я бы, конечно, сделал еще со второй стороны. Но как мостик очень высокий. Блин, красота вообще. Ну что хочется сказать и добавить. Очень много ящериц бегает. За 60 тысяч евро собственность на Бали. Такой дом. 170 квадратных метров, 6 соток земли. В обалденном месте. Да, не туристическом, абсолютно локальном, местечковом, в обычной балийской деревне. Но для себя или под сдачу помесячно, или просто как долгая инвестиция, блин, вообще идеально. Просто идеально. Или как вариант сделать ремонт и перепродать в 2 раза дороже. Мне очень понравилось, но работа, у меня работа, дети, семья, школа, садик. Сами понимаете, что дом, лично для меня такой дом был бы идеальный дом выходного дня. Да. Вот, так что, надеюсь, было вам интересно. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ниже оставлю свои ссылки для связи. Пока.